Всем привет! С вами снова Исаева Мария. И сегодня я вам хочу рассказать, как поменять водительское удостоверение в Хорватии. Кому нужно это делать и кому не нужно. Если вы проживаете в Хорватии и не водите автомобиль, то вам водительское удостоверение менять совсем не обязательно. Если вы проживаете больше года и водите автомобиль, то тогда права обязательно нужно поменять. А мне часто пишут из других стран Евросоюза: Мария, я живу в Германии 2 или 3 года. Могу ли я в Хорватии поменять права? Нет, нельзя. Для того, чтобы поменять права в Хорватии, нужно прожить в стране по ВНЖ минимум 183 дня. А почему меня об этом спрашивают? Потому что Хорватия одна из немногих стран, где водительское удостоверение можно поменять без сдачи экзамена по теории и по вождению. Итак, давайте по порядку. Я расскажу вам шаг за шагом, как нужно и можно поменять водительское удостоверение на примере моего мужа, который недавно поменял права. И все расскажу, как у нас это было. Первый шаг – это нужно обратиться к семейному врачу за справкой, как и правильно назвать, наверное, об общем состоянии здоровья. Там врач пишет о том, что, по-моему, выписывались ли за последнее время антидепрессанты, обращался ли человек к каким-то серьезными заболеваниями. В общем, просто справка очень простая. Обратиться за ней можно лично. Знаю, что некоторые врачи выдают ее, отправляют по e-mail. В нашем случае было, я просто подошла к врачу, объяснила, что мой муж сейчас на работе, не могли бы вы для меня выдать, точнее мне для него выдать справку, так как он собирается менять права. Все без вопросов, всю справку сделали и мне ее выдали. Второй шаг – это нужно пройти полный медицинский осмотр, который предполагается по категории ваших прав. То есть для Б категории один набор, если добавляется С, еще что-то там дополняется. Вот у моего мужа права категории Б и С, поэтому у него был весь спектр обследований. Пройти это можно таким образом. То есть он не мог обратиться в поликлинику для прохождения всех врачей. Это делается в клиниках, которые оказывают услугу медицина Рада. Нужно найти клиники, которые работают, скажем, по этой услуге, записаться к ним, будьте внимательны, что, возможно, предварительная запись, и, скорее всего, эта предварительная запись есть. Допустим, по опыту моего мужа, кровь, мочу взяли на месте, делали ЭКГ, мерили давление, проверяли глаза на аппарате, слух проверяли. Был логический тест, графический, то есть там знание языка не требовалось. Был тест на депрессивное состояние, но, допустим, моего мужа спросили, на каком языке он свободно говорит. Он сказал, что на русском, и ему этот тест распечатали на русском для того, чтобы он правильно понял все эти вопросы. Соответственно, после прохождения этого медицинского осмотра выдается заключение о том, что человек, скажем так, годен к управлению автомобилем. Удивительное, что было для меня, что именно в этой справке были выданы все категории, которые могут быть ему одобрены после прохождения медицинского осмотра. Поэтому, кроме категории Б и С, там еще появилось управление трактором и мотороллерами. Следующий, третий шаг. Нужно обратиться в отдел транспортной полиции. Туда нужно принести свое водительское удостоверение, у вас его заберут и выдадут вам временную карточку, так называемый белый картон. Следующий пункт. Нужно принести это медицинское заключение, которое вам дает медицина Рада. Следующий момент. Вам нужно дать квитанцию, подтверждающую оплату государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения. И притом есть несколько вариантов скорости изготовления этой карточки, по-моему, поэтому чем срочнее, тем дороже, естественно. Вот, значит, реквизиты на оплату госпошлины можно найти на сайте полиции, либо саму вот эту так называемую уплатницу, бумажечку, где уже все реквизиты внесены, можно взять в самом отделе транспортной полиции. Значит, уже нужно оплаченный вот этот момент принести. Фотография 3,5 на 4,5, но так как, если у вас есть ВНЖ, то 99%, что ваша фотография подтянется из базы МУПа, потому что МУП – это полиция, потому что у них есть ваша фотография, полиция – это тот же самый МУП, поэтому фотография будет взята из вашего личного дела.
И еще, на мой взгляд, самая абсурдная часть, ну, не такая уж она абсурдная, если права у вас написаны данные в правах не на латинице, то тогда нужно перевести на хорватский язык у судебного переводчика. Но у моего мужа практически, как у большинства, права написаны на латинице, и все равно его в загребской полиции заставили делать судебный перевод. Нам пришлось сделать этот судебный перевод. Такой еще важный момент: в правах есть дата выдачи самых первых прав. Вот на это тоже обратите внимание. У Вадима было это написано, но в любом случае ему уже при выдаче потеряли вот эти 20 лет стажа. То есть права были выданы условно в 2018 году, и ему дату выдачи прав поставили именно в 2018 год. К сожалению, все, кого мы знаем, в загребской полиции с этим столкнулись. Знаю, что, например, в Дубровнике не нужен был перевод прав, и не теряют этот стаж вождения. Поэтому будьте к этому готовы и просто знайте это. А в назначенный день, последний шаг, вы приходите в полицию и подаете свое удостоверение личности, вот этот белый картон, временное удостоверение по правам, и получаете водительское удостоверение. Все. Срок выдачи прав, опять же, зависит от того, сколько вы оплатили за них. Это от 3 дней до 3 недель. И в назначенный день вы приходите и получаете заветное водительское удостоверение. Все европейского образца. Смотрите, наверняка вас интересует вопрос цены, сколько это стоит. За медицинское обследование, то есть семейный врач справку дает бесплатно, естественно. За медицинское обследование мы с учетом скидки заплатили около 45 евро. Почему была скидка, не знаю. Скорее всего, то, что это была регистрация через сайт. Значит, здесь заплатили 45 евро. С учетом всех госпошлин мы заплатили чуть меньше 100 евро. Даже если бы мы сделали там какой-то супер, наверное, ускоренный вариант получения, все равно бы мы до 100 евро не дошли. Все, что я могла рассказать о замене прав, я рассказала. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк этому видео. Также у меня очень много актуальной информации, бытовой информации. Через все, что прохожу, я размещаю в Инстаграме. Туда тоже можно заходить и подписываться. И мне будет очень интересно, если вы в комментариях напишите, был ли у вас опыт замены прав, как это бывает в других странах, или поделитесь просто вашим опытом в Хорватии. Всем пока, до встречи!